Пожалуй, одной из самых эпатажных старинных усадеб Черниговской области является деревянный дворец помещиков Пашковских, который расположен в селе Чемер. Формально усадьба выстроена в народном стиле. Как пример можно привести усадьбу генерала-лейтенанта Владимира Константиновича Солонина в городе Остер, находящемуся за 50 километров от Чемера. Строения имеют отдаленно общие черты, однако если дом Солонина выполнен в лаконичном, строгом виде, то автор Чемерского деревянного дворца решил отступить от типовых форм и добавил в экстерьер интересных деталей, позаимствованных из неоготики. Известно то, что в середине 19 столетия Чемер переходит в собственность помещику Михаилу Пашковскому, где он, либо его сын Дмитрий, достоверно неизвестно, возводят усадьбу. Около нее был разбит большой парк с озером и беседкой, согласно воспоминаниям очевидцев. Я набросала примерный план усадьбы, ни в коем случае не претендуя на абсолютную точность. Если внешне еще представляется возможным изобразить очертания здания, то внутри я достоверно увидела в окно лишь 3 небольших комнаты, следующих одна за другой. К сожалению, попасть в здание не представляется возможным. Согласно сведениям, почерпнутых из интернет-ресурсов, усадьба нынче находится в собственности Чемерского спиртзавода, который, кстати, в 1910 году был построен как винокурня тем же семейством Пашковских, а уже через пару лет предприятие разрослось до полноценного спиртзавода благодаря дурманящему растению чемерицы, из которого делали водку Чемергес. Уже более 20 лет усадьба Пашковских простаивает без дела, понемногу разрушаясь, хотя заметно, что за территорией и зданием следят. Сложно сказать, сколько комнат в усадьбе, но, полагаю, не меньше 10. На примере усадьбы Солонина в Остре смею предположить, что все комнаты небольшого размера проходные. Мезонин я отметила красным на схеме. Туда должна идти небольшая узкая лестница. Потолки в помещении надстройки низкие, комната небольших размеров. Здание выполнено из дерева на каменном фундаменте. Удивило меня то, что доски на внешних стенах здания имеют прорези, придающие вид кладки кирпича. Стрельчатые окна и зубчатые башенки дополняют образ этого чудаковатого деревянного замка. Однако, зайдя с тыльной стороны здания, мы видим дополнительный вход с отдельным крыльцом и декоративной отделкой стен, не вписывающейся в общий стиль здания.
Следом есть еще одна пристройка, стены которой просто отделаны деревянными досками. Вероятно, здание могло перестраиваться в прошлом, отсюда и несоответствие общему стилю усадьбы. Однако подтверждение этим событиям мне не удалось найти. О жизни и судьбе помещиков Пашковских мало что известно. Их поместье долгое время использовалось под сельский клуб. Бывший парк зарос, а часть его территории ныне застроена частными домовладениями. Дому генерал-лейтенанта Солонина в Остре повезло больше. Он исполняет роль краеведческого музея. Летом 2024 года жители Чемера организовали творческую промо-акцию под усадьбой Пашковских с целью привлечь внимание общественности к уникальному деревянному дворцу. Участники акции рассчитывают на государственную поддержку и поиск спонсоров для реставрации усадьбы Пашковских и организации музея в его стенах. Но, думаю, главной проблемой на пути к осуществлению этих целей является бюрократия. Учитывая принадлежность усадьбы к предприятию на протяжении многих лет, не проявляющего надлежащего интереса к сохранению архитектурного наследия. Полагаю, что самобытный деревянный дворец так и останется закрытый для туристов, оклейменный уродливым инвентарным номером на фасаде, словно раб сложившихся обстоятельств. В 2023 году Чемер уже утратил старинную деревянную Михайловскую церковь 1888 года постройки, на стенах которой отчетливо виднелась роспись, изображающая животных в раю. Ранее на месте этой церкви была другая, тоже Михайловская, в церковном хоре которой состоял Алексей Разумовский, сын той самой трактирщицы Натальи Разумовской, которой покорилась сама российская императрица Елизавета. Эту тайну хранит Покорщина, усадьба, о которой был рассказ некоторое время назад, в прошлых сериях на канале. Ссылка на видео с Покорщиной будет размещена в описании. Нынче же на месте 130-летней церкви остался лишь каменный фундамент, поросший сорняками в рост человека. Согласно новостным сводкам, пожар в церкви возник в результате умышленного поджога. Важно отметить, что здание Михайловской церкви длительное время пустовало и разрушалось, посещаемое безответственной молодежью, которые, вероятно, могли устроить пожар в руинах старинной святыни. Пламя пожрало время, отведенное для Михайловской церкви. Оказалось бы, что в течение стольких лет всегда есть возможность ее спасти.